Всем привет! Творчество часто ходит рука об руку с желанием спасти планету. И в этом видео я превращу мусор в новогоднего оленя. Для этого я использую все свои плюшкинские запасы. Каркас оленя я соберу из колб для орхидей на палочках. За них огромное спасибо маме моего мужа. Получав букеты, она не выбрасывала их, а сохраняла, видимо, для меня. Для основы оленя они подошли идеально. Склеиваю их на горячий клей, и места склейки укрепляю лентой от торта и веревкой, которым коробки с тортами перевязывают. Мне нужно сделать две буквы «П». Это задние и передние ноги оленя. Передние будут немного разъезжаться, для того, чтобы олень был более устойчивым. И эта буква «П» будет расширяться к низу, а еще она будет чуть выше второй. А одна задняя нога будет отведена немного назад, но это я скорректирую позже. Для тех, кто любит оленей в позах лошади медного всадника, плохая новость. Если вы собираетесь сделать лошадь, единорога, оленя или другого четырехлапого с поднятыми двумя или одной ногой, вы получите неустойчивую конструкцию, которая постоянно будет хотеть завалиться. Поэтому вам придется заморочиться с утяжелением остальных лап, которые стоят на полу, или нормальной подставкой. Ни тем, ни другим я не хотела заниматься. Соединяю эти две буквы «П» двумя длинными палками из склеенных колб. Когда у меня закончились веревки и ленты от тортов, в дело пошли обрезки хлопковой советской простыни, которую я использовала в другом DIY. Обматывала уже ей, как следует фиксируя все соединения палочек и колбочек, особенно в углах. Добавляю основание шеи. Потом приклеила дополнительные опоры для задних ног, чтобы зафиксировать их положение. Обматываю все как следует лентой для прочности и приделываю такие же опоры для передних лап. Приклеиваю и обматываю еще дополнительные палочки там, где, как мне показалось, они нужны, чтобы укрепить конструкцию. Дальше вставила картонные квадратные длинные штуки от упаковки какой-то игрушки между двумя основаниями шеи, а к ногам примотала картонные плотные втулки от пленки или одноразовых полотенец, уже не помню. Как следует, все это примотала лентой из простыни. Начала заполнять оленя мусором. Мусор должен быть сухой и чистый, естественно. У меня упаковка от доставок. Распределяю мусор и берусь за пакеты. Нарезаю их на полоски и связываю в одну длинную ленту. Ее конец фиксирую клеевым пистолетом на олене и закрепляю мусор в нужных местах, приматывая его этой лентой. Корректирую форму. Где нужно больше объема, делаю больше обмотки лентой и добавляю мусор. В процессе формирования оленя решила сделать ему копыта из картона, чтобы он не шатался. Отрезаю полоски картона, приклеиваю их на ногу, формирую копыта и там, где надо, подрезала его так, чтобы оно плотно прилегало к столу. Подклеиваю горячим клеем и хлопковой лентой. Продолжаю с помощью мусора и лент из целлофановых пакетов наращивать объем оленя в нужных местах. Сложнее всего выстроить правильную архитектуру оленей попы и задних ног.
Добавила объем шеи и перед тем, как добавить голову оленя, делаю ему рога. Они будут симметричными. На картоне нарисовала сначала самую большую основную деталь, вырезала ее и к ней нарисовала еще 3 детали. Все детали вырезала 2 раза, на 2 рога. И утолстила 3 слоями картона для прочности, которые склеивала на горячий клей. Подрезала края маленьких деталей, чтобы они прилегали к основным под нужным углом. И зафиксировала их горячим клеем. Потом обмотала рога трикотажной пряжей, фиксирую на кончике рога клеем и обматываю. Потом поняла, что, возможно, было бы удобнее наматывать не с кончиков, а от основания. Вот такие получились рога. Вернемся к оленю. Концы целлофановых лент приклеила малярным скотчем, чтобы они не топорщились. Так стало понятнее, где не хватает объема, и где не хватает, добавила. Из фольги сделала оленю хвостик. Приклеила его на место. Из картона вырезаю силуэт головы оленя сбоку. Прикрепляю его на место, отрезаю лишнее, чтобы голова встала так, как надо. Фиксирую малярным скотчем. Наращиваю объем мордочки из газеты фольги. Фиксирую горячим клеем и малярным скотчем. Уже на этом этапе приклеила рога на горячий клей. Чтобы они не отвалились, дополнительно зафиксировала их малярной лентой. Продолжила добавлять голове объем. В какой-то момент решила ее обмотать трикотажной пряжей так, чтобы все лучше держалось. Когда форма оленя меня устроила, взяла клей ПВА и бумагу, начала обклеивать. От количества слоев бумаги зависит твердость оленя. Так, например, если оставить один слой, то после покраски олень может продавливаться от любого прикосновения, а краска будет трескаться. Каждый новый слой делала другой по цвету бумагой, чтобы не оставалось непроклеенных мест. В итоге у меня получилось 3 слоя. А на втором слое я поняла, что забыла уши. Вырезала их из картона и укрепила их еще одним слоем картона. Приклеила на горячий клей к оленю. Теперь он все слышит. Мятой бумагой в клее ПВА делаю им сзади объем. Обклеиваю сверху бумагой. Когда я закончила 3-й слой бумаги, обмазала оленя щедрым слоем клея ПВА. Посмотрите, слои бумаги выравнивают рельеф
и с каждым новым слоем олень все аккуратнее и аккуратнее. Когда высох клей, покрываю оленя сверху акриловой шпатлевкой. У меня остатки шпатлевки по дереву и шпатлевка акриловая универсальная. Давайте посмотрим на белого оленя с уже просохшей шпатлевкой. Шлифовать наждачкой я его не стала. Решила, что с рельефом ему лучше. Теперь обматываю трикотажной пряжей копытца. И доматываю рога. Сделала плавный переход к голове. Потом покрыла всего оленя акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Покрывала с помощью губки. Пропитывала шпатлевку и пряжу на копытцах и рогах. В итоге на следующий день получила неприятный сюрприз. Рог размок от грунтовки и согнулся. Укрепила и выпрямила с помощью палочек от мороженого и дополнительно замотала трикотажной пряжей. Пришло время красить. Для этого я замешала нужный мне цвет акриловой краски. Вы уже знаете, что я люблю смешивать цвета. Прежде чем начинать окрашивать, обозначила карандашом глаза, нос, рот и места с белой шерстью. И начала разукрашивать. Для белых мест в краску добавляла соду. Так белый получился более шерстяным. Спинка темная, и эта темная полоса идет от самого хвостика и переходит на мордочку до самого носика. Закрашиваю белым глаза. Копыта и рога крашу одним коричневым цветом. Их прокрашивать сложнее всего. Очень любит краска не попадать в углубление между пряжей. Чтобы не испачкать уши, подкладываю лист бумаги. Для глаз и носа беру темно-коричневый цвет. Пока краска сохла, решила сделать оленю венок на шею из астролиста. Начала с ягодок. Скатала шарик из фольги и закрепила его на флористической проволоке. Потом брала квадрат фоамирана подходящего размера и грела его с помощью утяжка для волос. Натягивала на шарик из фольги, снизу затягивала ниткой и обрезала лишние края фоамирана. Красила акриловой краской в красный и отправляла в стаканчик на просушку. Листики сделала из зеленого фоамирана. Вырезала его вот такими полукруглыми движениями. Потом утюжком фиксировала сгиб посередине. Взяла масляную пастель коричневого, красного и зеленого цвета. Коричневым рисовала прожилки, красным обводила по краям и добавляла на сам лист, а уже зеленым растушевывала. И так с двух сторон. Потом начала собирать астролист. Ягодки по 3 скручивала проволоками. Посередине капала горячий клей, чтобы закрепить ягодки вместе, и откусывала лишние концы. Потом приклеивала листики по кругу.
Вернемся к оленю. Перевернула и положила его так, чтобы не сломать рога. Приклеила на копыта фетр, срезала все лишнее, чтобы ничего не торчало. Закрасила места, где просвечивалась трикотажная пряжа. Покрыла оленя акриловым матовым лаком. Обычно он после высыхания становится прозрачным, но не в этот раз. Возможно, из-за толстого слоя или из-за того, что поверхность шершавая, лак вспенился, пока я наносила. При высыхании он остался белым налетом. Особенно его было видно на рогах и темных частях. Чтобы это исправить, разбавила водой коричневую акриловую краску более темного цвета и протирала губкой, смоченной в ней, оленя. Сразу же вытирала излишки краски тряпкой. Белые места старалась не задевать. Для рогов и копыт сделала краску гуще и тряпкой не протирала. Подкрасила уши и слегка прошлась белой краской с содой по грудке и попе с хвостиком. Обновила краску на носу и глазах. В завершении приклеила на горячий клей астролисты. Покрыла их матовым лаком из баллончика. И вот олень отправился радовать детей в детский сад. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте лайки.